Здравствуйте. При длительном и тяжелом кашле хорошо помогают различные лепешки от кашля. Они известны с далеких времен, но в наши дни прибегают к ним почему-то очень редко, хотя лепешка абсолютно безвредна. И к тому же она отлично лечит заболевания органов дыхания, даже у грудных детей. Существует несколько разновидностей лепешек от кашля. Например, эффективна лепешка от кашля с горчицей. Горчица считается эффективным прогревающим средством, и лепешка с горчицей используется при остром и для лечения сильного сухого кашля. Данное средство применяется как для взрослых, так и для детей. В сравнении с горчичником лепешка более мягкая, а добавленное в нее масло позволяет увеличить время процедуры. После применения таких компрессов сухой кашель становится влажным, и откашливание мокроты при этом уже облегчается. Данное средство, конечно, не стоит применять при температуре или в случае индивидуальной непереносимости в виде аллергической реакции кожи на горчицу. Для приготовления стандартной горчичной лепешки понадобится сухая горчица 1 столовая ложка, мука 1 столовая ложка и растительное масло тоже где-то около 1 столовой ложки. Все эти составные части перемешать до образования теста, а затем полученную массу раскатать в лепешку. Раскатать, распластать, так сказать, ее можно просто руками, ну или скалкой. Готовая лепешка в раскатанном виде укладывается на полиэтилен, подготовленный из разрезанного пакета. Лепешка – это же своеобразный компресс, и ее нужно приложить к груди, горчицей к телу, а полиэтиленом наружу. Сверху полиэтилена можно положить какую-то хлопковую ткань, а для утепления компресса нужно использовать еще теплый шерстяной платок или шарф. Компресс нужно держать минимум часа 2, можно и дольше, если удается потерпеть прогрев. Но при этом нужно обязательно контролировать состояние кожи, все-таки это горчица. Это, конечно, касается маленьких детей, у которых может быстрее появиться покраснение. Поэтому во время процедуры компресс нужно периодически приподнимать и смотреть кожу. Если появилось сильное покраснение, то компресс лучше снять, после чего протереть грудь смоченной тряпочкой, а затем чистым полотенцем. После полного окончания процедуры эта повязка снимается, а кожа тщательно протирается. Затем эту область вновь нужно укутать, чтобы сохранить тепло. Через 1 или 2 дня процедуру нужно повторить, чтобы окончательно избавиться от кашля.